Привет-привет! Давайте сегодня разложим на Кевина Костнера. Было предложение в комментариях, что за человек, что за личность, что может предложить по профессии, чего еще от него ждать, почему развелся внезапно. Первый брак у него был 16 лет, второй 18. Явно человек домоседливый, усидчивый, но и тем не менее оба брака развалились, что случилось. И волнует всех почему-то взаимоотношения с Уитни Хьюстон. Я в раскладе на Уитни Хьюстон уже пыталась затронуть эту тему. Там у меня получилось, что ничего не получилось, что были они друзьями, хотя и притяжение общее у них было. Сейчас будет очень интересно повторить, скажут ли нам карты то же самое. Я, кстати, не помню, на Уитни Хьюстон на этой колоде раскладывала или нет. Будет интересно посмотреть, если та же самая колода, вообще смешно получится. Давайте узнаем, что у нас из себя представляет Кевин Костнер. Кевин Костнер. Что за человек у нас Кевин Костнер? Прямо сразу с козырей мы и зашли. По смерти это человек, который несколько раз начинал заново. Я не очень внимательно следила за его карьерой, но он, конечно, красавчик, а в молодости практически, везде очень он мелькал, и красивым лицом, и актером он был, и снимался он в достаточно разных фильмах, и с глубоким смыслом, и не очень. А потом он вообще с волками что-то снял. Что он с волками? Что там было? История с волками или что-то с волками, какое-то название было. Длиннющий совершенно фильм, первый режиссерский дебют, тут же какое-то неимоверное количество Оскаров. Причем он, по-моему, даже рекорд поставил в том смысле, что это был первый человек, который за дебют Оскара получал. То есть это не просто человек шел к своему успеху, а прям-таки с первого раза. Но после этого он начал как-то скатываться, плохо играл, как-то про него все забыли, все остальные режиссерские его попытки проваливались. А потом сейчас он то ли играет, то ли уже закончил играть в каком-то сериале, и снова возродилась его карьера. То есть он как-то вот так, как-то дискретно, кусками, частями двигался непосредственно по карьере. Получается, это человек, который умеет возрождаться после каких-то трагедий и после завершения какого-то этапа. Приходить заново новым каким-то. За счет чего? Наверное, за счет своей тревожности внутренней, за счет того, что не почивает на лаврах, за счет того, что не успокаивается, за счет того, что если тебя взяли в фильмы за красивое личико, то ты, пока эта красивая личико не постареет и не покроется морщинами, не эксплуатируешь его и в хвост, и в гриву постоянно в одной и той же роли, как будто бы его что-то тревожит. Как будто бы есть какие-то опасения. Мы будем смотреть сейчас по раскладу, какие конкретно у него опасения. То ли в себе, как в личности, то ли в своей профессиональной состоятельности. Может быть, ему не хватает людей рядом. Все что угодно может быть, но это очень такая тревожная личность, очень на себе сосредоточенная. И вот я говорю, что из положительного, сейчас положим, кстати, сюда вот у нас положительные черты характера, которые помогают ему возрождаться. Вот он умеет возрождаться, умеет вставать с колен даже там, где его жизнь роняет. Какие хорошие позитивные качества помогают ему каждый раз вот это вот делать? Во-первых, трудоголик, да, во-первых, хватает на себя сразу все. Во-первых, не получается только у тех, кто что-то делает, да. Если много всего делать, то может не получиться, но потом в результате будет получаться. То есть все возможные шансы, все возможные желания, которые у него в жизни появляются, он готов реализовывать. Может быть, это даже 2-3 проекта одновременно. Может быть, вот это неудовольствие, и вот это может быть даже потенциальная, возможность того, что не получится то, что ты делаешь, потому что ты не сосредотачиваешься. Потому что ты делаешь не один проект, а 3 разных проекта. В надежде, что каждый из этих 3 проектов, разумеется, выстрелит, да, люди для этого занимаются какими-то своими делами, чтобы получить потом в результате успех, конечно же. Опять же, в силу своей тревожности он может предполагать, что вот сейчас я занимаюсь 3 делами, например, какими-то, хотя бы одно точно сработает. Даже если 2 предыдущих сломаются, ничего страшного, у меня еще 3-й вариант есть. Может быть, поэтому он на себя наваливает. Потому что не может остановиться, потому что боится, может быть, опять упасть. Может быть, опять, если случится
крах какой-то, то из одной неудачи очень тяжело возродиться. А если это твоя неудача такая, параллельно идет другим твоим проектам и параллельно идет мечтам о том, что что-нибудь другое обязательно выстрелит, может быть, это легче проходит у него. И легче к этому отношению. Но и при этом он совершеннейший трудоголик, очень много у него желаний, очень много общения на тему реализации своей. Вот не останавливается человек, да? Вот почему у меня, по-моему, в раскладе на Ивлееву это было. У него почему получается возрождаться каждый раз после каких-то... Потому что он не останавливается, потому что надо двигаться, потому что движение — это жизнь. Потому что все время нужно что-то делать, и даже если у тебя не получается, получится потом обязательно, потому что, вот повторюсь, получается только у тех, кто делает. Если ничего не делать, то и не получится. Что мешает ему, что каждый раз его... Возможно, неправильно принятые решения. Вот эта вот 4 пентаклей я здесь не потому, что... Вижу, что она здесь лежит не потому, что ему хочется богатства, а потому что он сильно держится, мне кажется, за свое мнение. По тузу мечей этот человек решительный. Вот есть у него какая-то мысль, я буду делать так. Ему говорят, да нет, да может не получиться, да давай потом. Он, нет, я буду, он настойчивый, такой упрямый, капризный. И возможно, а даже невозможно, а мы сейчас уже вот по результатам его жизни видим, что не всегда эти решения были правильные. Отказаться от игры в каком-то фильме, который потом с другим актером взял и получил там Оскар или еще что-нибудь, неправильный был выбор, да, зря отказался. Почему отказался, непонятно. Вот взбрендило ему, грубо говоря, пришло в голову вот такая вот мысль. Или отказаться от какого-то прибыльного проекта в пользу чего-то, что ты хочешь сделать режиссером. Вот это вот «Игры с волками», по-моему, называлось, да? Или «Танцы с волками», точно, «Dance with the Wolves». «Танцы с волками» было. Это была его идея, фикс вообще, это его ело просто изнутри. И, боже мой, сколько он проектов интересных, от скольких он отказался, и сколько всего он от себя отринул, только ради того, что нет, дайте мне время, силы и деньги на то, чтобы я снял этот фильм. У него есть четкая идея по поводу того, что он будет делать, и он будет очень за нее держаться, очень будет капризничать и настаивать на этой идее. С «Танцами с волками» у него это получилось, а, например, с «Водным миром» у него это не получилось. Я просто давно живу, и все молодые фильмы его видела, вот там, где он еще. Сейчас я уже вот сериал какой-то с ним, говорят, хорошо идет. Не знаю, не смотрю сериалы, тем более Кевину уже там за 50, по-моему, да, ближе к 60, много ему времени. За, вот как сказать, последним куском его карьеры я не слежу, а тогда он прям был везде, он был там и Робин Гудом он был, и «Водный мир» я смотрела, и «Танцы с волками» смотрела, и «Почтальона» смотрела, и вот у него то получается, то не получается, потому что он был очень такой черно-белый, очень настойчивый, держался за это. И иногда некоторые из этих решений неправильные. Вот давайте посмотрим, жалеет ли он о чем-то. Вот, кстати, не было у меня никогда такой рубрики. О чем он жалеет по прошествии тому много лет, о чем он жалеет? Об упущенных возможностях, об упущенных финансовых возможностях. Возможно, вот об этом своем упрямстве, об этом своем противостоянии социуму. Может быть, за счет этого противостояния он и денег соответствующих не заработал. Не бесплатно человек работал, на пике популярности свои бешеные деньги зарабатывал, плюс он один из немногих актеров, как немногих, он, наверное, один из первых, скажу так, актеров, который начал в своих контрактах прописывать процент с реализации. И, соответственно, сейчас он тоже не страдает в финансовом смысле, потому что все, что до сих пор было наработано, до сих пор приносит ему деньги. Это не просто была зарплата какая-то одноразовая, а вот он до сих пор получает эти проценты. То есть он как бы финансово не бедствует, но мог бы, да? Если он сильно вложился в тот же самый «Водный мир», там был безумно раздутый бюджет, и он там 15 миллионов потратил, я не знаю, 150 миллионов он потратил, и, я не знаю, 40 заработал, например. То есть там провал был совершенно такой просто насквозь туда, в Австралию, уходящий. Наверное, из-за своего упрямства, из-за своего вот это
Видите, тут человек стоит против жезлов, то есть ты такой один против всех, против ветра, да, против направления, против общего мнения. И не в союзничестве, а прямо в контрапункте с этим совсем. Возможно, об этом он жалеет, возможно, многое из-за его упрямства в его жизнь не пришло. И вот опять вот из-за этого желания сохранить свое личное мнение, сохранить свое лицо, да, не согласиться на что-то, что тебе предлагают по обстоятельствам, или нужные люди, или тебе говорят, что в данной ситуации было бы правильно это сделать. Нет, вот он как, ну не как маленький ребенок, но как подросток, он так, у меня свое собственное мнение, я буду делать как хочу. Возможно, многие шансы были на эту тему упущены. Что он скрывает от нас, от всех до сих пор? От нас он это скрывает или, может быть, от себя лично? Я здесь вижу импульсивность. Король кубков – это воплощенная эмоция. Это человек, который эти эмоции имеет, умеет формировать их в других людях, умеет ими качественно пользоваться. И он как бы соткан из этих эмоций, они не всегда обязательно положительны. И вот эта вот жертвенность и замкнутость его, а по силе это умение совладать с какими-то своими внутренними демонами, как-то держать себя в узде, как-то контролировать свои вспышки вот эти эмоциональные. Ну, собственно, это, наверное, уже и так видно по результатам его жизни. Мне так кажется, что он здесь от нас скрывает, что добровольно сдерживал себя. Было что выразить. Очень хотелось высказаться. Очень хотелось выплеснуть эмоции. Очень хотелось показать свой глубокий внутренний мир. Но приходилось подстраиваться под обстоятельства, и он с этими необходимостями соглашался. Вроде как тут вот он убеждал себя в том, что нужно именно так. И вот здесь вот он убеждал себя, что нужно делать именно так. То есть если тебе пришла какая-то идея в голову, и она тебе кажется правильной, и она тебе кажется потенциально прибыльной, то вроде как нужно продолжать, вроде как нужно настаивать, вроде как нужно выражать это. То есть он как подросток сопротивлялся давлению какому-то извне, и не всегда бы он, может быть, следовал этим своим планам, и не каждый провальный проект он бы в результате сделал, если бы ему не приходилось сопротивляться. Скажи ему кто-нибудь, что ладно, попробуй, он в какой-то момент понял бы, то есть он про себя это знает, сейчас от нас скрывает, что в какой-то момент, может, и бросил бы. Может, я уже и знал, и чувствовал, что это неправильно. Я, может, уже и не хотел. Но потому что вы все встали против меня в стенку, тыкали в меня пальцем и говорили, вот, Кевин Костнер неудачник, у него не получится, он вот с этой железобетонной уверенностью такой, нет, я сделаю. Хотя внутри себя, может быть, у него были другие эмоции на эту тему. Как будто бы он не поддавался этим своим эмоциям, как будто бы он довольно продолжительный период своей жизни был нечестный, ни сам с собой, ни тем более со зрителем. Как будто бы он что-то делал вопреки не из самых положительных черт характера, просто вот из упрямства, да, например. А может и не хотел бы. И вот это вот, может быть, он себе сейчас не может признаться, что он гораздо более спокойный, гораздо более эмоциональный. И удовольствие это ему от жизни принесло бы больше, если бы он делал то, что он хочет, а не то, на что он решился, и прямо вот здесь кулаком по столу сейчас все это буду делать. Чего он боится? Давайте посмотрим, чего он боится. Не успеть выразиться, может быть. У жрицы очень большие глубины. Это очень мудрая, очень умная, очень интересная женщина, человек. Да, она здесь как будто бы так асексуальна. То есть это такая личность очень глубокая, очень скрытная, очень с дебрями с какими-то внутри, которые хотелось бы выразить. А опасение, что не получится это выразить. Неприятно осознавать и нехорошие ощущения на чувственном уровне, да, чувство не очень приятное о том, что вдруг ты по стечению, опять же, обстоятельств, по решению каких-то других людей, по логическим каким-то доводам не можешь ничего сделать, что ты в простое.
есть много чего выразить, глубины, но ты не можешь этого сделать, ты застрял, ты завис, ты в какой-то промежутке, в каком-то, когда ты вынужден остановиться и перестать это делать. Опасения вот о том, что так и не получится выразить все, что у него внутри накипело. Он, судя по всему, о себе хорошего мнения, у него, наверное, глубокий и богатый внутренний мир, человек взрослый, опытный уже, с мудростью какой-то житейскую. Наверное, сейчас максимально хочется выразить себя и высказаться наконец. И есть опасения, что это не получится, или что люди это опять не примут, потому что бывали с ним, да, такие случаи, когда он пытался выразиться какими-то неправильными путями, с каких-то неправильных мест выходила эта настойчивость. Не получалось, все проваливалось, и, наверное, сейчас вот он опасается, боится, что не получится очередной раз что-то выразить, а что выразить у него есть. Прям у него там много чего выразить. Какой он на самом деле, каким он нам наружу кажется теперь уже сейчас. Ну, наверное, он это свой юношеский максимализм перерос уже, да, как-то перевоспитал, может быть, в себе. Сейчас он кажется очень компанейским, очень хорошим сотрудником, с ним умеют люди договариваться, он умеет организовывать вокруг себя проекты, он умеет работать с самоотдачей. Вот по 8 жезлов или по 10 жезлов он у нас очень работоспособный и очень умеющий себя собрать, сосредоточить для реализации общей цели. Теперь с ним проще договориться, теперь с ним проще вступить в контакты, в коалицию какую-то, теперь с ним интересно и удобно работать вместе, потому что он гораздо более спокойный и гораздо более, как сказать, командный игрок. А на самом деле он... Ну да, вот и без дополнительной карты, в принципе, я об этом и подумала. На самом деле он, во-первых, в надеждах все еще не доделал, не досказал, что хотелось. Есть еще какие-то перспективы. Да, накопленный опыт. Да, не самые приятные ситуации за спиной у него. И этот опыт мы берем с собой по 6 мечей, когда уходим во что-то новое. Но все еще есть представление о том, что есть новые горизонты, есть куда самовыразиться, есть чем себя занять. Если предполагать, что 6 мечей – это карта про уход, то, возможно, из актерства продолжить режиссерство, потому что он на долгое время это откладывал. Раз у него не получается, его постоянно по носу били за все его попытки. Если нет, то я слышала, он музыкой занимается, у него команда есть, может в музыку уйти. Может, ему есть еще как себя выразить там в рисовании, например, да, что-нибудь художественное себя. То есть он человек творческий, у него есть эти глубины внутри, которые хочется выразить. То ли он не понимает, как это выразить, то ли он опасается, что ему опять настучат по голове за все его попытки, и это не получится. То ли вот он сдерживает внутреннюю свою вот этот вот поток, вот этот вот даже прямо фонтан эмоциональный, желание, ну не жезловое желание, а чувственное такое желание, возможность что-то высказать людям, возможность рассказать им свою душу, свои ощущения, как-то раскрыть свой внутренний мир. Искусственно он себя сдерживает, или обстоятельства так складываются, или опасения у него внутри, или он все еще переживает свои прошлые неудачи, и там у него есть все время камень преткновения на тему того, что не могу я вольно взять и сделать все, что хочется. У этого выражения достаточно продолжительное. Это тяжелый труд, это занимает много времени, приносит, не приносит это доходов, это тоже по обстоятельствам всегда складывается. Никогда не знаешь по 7 пентаклей, ты получишь вообще здоровый, красивый, огромный урожай всего того, что ты делал. Но ожидания всегда есть, и время вот уже подходит. То есть он на самом деле человек с надеждами, с фантазиями о будущем, поломанный, покоцанный, побитый, но все еще с ожиданием того, что случатся возможности, у него случится какая-то реализация, ему есть как себя выразить. Надежда есть на то, что это получится, что это люди услышат, и что это опять, и финансы в том числе принесет. То есть это будет какой-то новый виток. Вот по смерти то, что он делал, что он прекращает какие-то свои предыдущие занятия, или его вынуждают их прощать, или они сами каким-то образом кончаются.
И потом ты снова возрожденный, как феникс, делаешь что-то новое, что может тебя вознести наверх и, может быть, даже финансовую прибыль принести. Почему нет? То есть он как бы вот сколько ему сейчас ближе к 60, а фантазий и мечт на тему своего будущего у него не уменьшилось. Это хорошо, это значит очень стойкая личность, очень сильная. Несмотря на всю его тревожность, сколько раз можно на новый круг заходить, чтобы уже все-таки доказать этому миру, что тебе есть что ему сказать. Это очень сильная позиция. Давайте посмотрим личную жизнь. Сейчас очень интересно, почему развалился брак. Там очень какая-то хитрая история. Для меня хитрая, может быть, кто-то из вас знает подробности. Для меня она хитрая в том смысле, что эта же жена подала на развод, а написала там вполне обтекаемое «не сошлись характерами» или что такое непримиримые разногласия, как обычно. Взяла 3 детей, ушла из дома, да еще и за деньги из дома, и за прочие разные доходы начала судиться. То есть там прям такая сильно обиженная, видимо, была женщина. Давайте посмотрим. Я, кстати, не посмотрела, как ее зовут. Буду ее представлять. Я видела ее фотографию. Такая блондинка молоденькая. Я вторую жену сейчас имею в виду. И что же все-таки привело их к этому разводу? Почему он случился? Почему 18 лет ждали? Первый брак у него тоже был 16 лет. Как вот человек умудряется 2 раза практически по 20 лет побыть в браке, и еще у него какие-то надежды, перспективы. Я бы измоталась, наверное, очень сильно. Вот смотрите, они с ним познакомились изначально, вот эти взаимоотношения. Вот они познакомились. Вот Кевин и вот эта девушка. Насколько я помню, они познакомились где-то на поле для гольфа. Она не актриса, никакого отношения к творчеству, по-моему, не имеет. Но она ему понравилась. Он-то как-то не решался, наверное, какую-то активность проявлять. Но такой подумал, красивая, симпатичная, надо брать. А вот она, это что за общее состояние такое? Ой-ой-ой, она, может, после развода была? Она, может, была после разбитого сердца? Она, может, была на выходе из каких-то отношений таких важных для нее, которые... Может быть, она даже была в этих отношениях. Может, она была не на выходе. Может быть, это значит у нас такой легкий обман. Может быть, она, когда они познакомились, она еще была в этих отношениях. Уже была на стадии развода, уже была на стадии осознания того, что это не работает. Но как-то вот с хитрецой она отнеслась к этому знакомству, может быть, даже не восприняла его всерьез. А он ее, тоже не то чтобы сильно всерьез воспринял, но заметил, обратил внимание. Красивая блондинка, мой типаж. Очень интересно. Не сразу, не любовь с первого взгляда, не прямо искры, и не тут же на завтра он повел ее в ЗАГС жениться. Потом эти отношения развивались, потом даже поженились они, и потом у них даже было 3 детей, что в этих отношениях для них было хорошо, что им нравилось. Смотрите, он ее, судя по всему, окружил, сделал ей хорошую жизнь. Опять же, для нее, видите, по миру, это новый виток. Вот здесь вот у нее какое-то осознание, какой-то мощный... Так обычно происходит, необычно, но чаще всего так происходит, когда ты выходишь из каких-то, предположим, абьюзивных отношений. В какой-то момент осознаешь, что все, это не то, это не так, я себя веду не так, люди меня неправильные привлекают, больше я так делать не буду. Кардинально меняешь себя внутри, кардинально меняешь свое отношение к миру, заново становишься другим человеком, у тебя становится другая жизнь. Ты начинаешь привлекать других людей, у тебя другие паттерны в жизни происходят. То есть это какая-то глобальная, мощная такая смена обстановки и смена ощущения. С ним эта смена ощущения произошла. У нее начался новый виток, она вышла на новую ступень. Он ее оградил, окружил, сделал ей все хорошо ей сделал, новую жизнь ей дал. А ему это позволило творить. Я не побоюсь этого слова, по пентаклям не то, чтобы сильно творчество идет, да, это какой-то нудный ежедневный труд, такой монотонный. Но это, я предположу, на основании того, что он дважды был в достаточно продолжительных отношениях, для него это нормальное состояние. Он бы хотел этого. Для него это состояние, которое он приветствует.
спокойствие, без взлетов и падений, без вспышек, без каких-то постоянных эмоциональных там вот всплесков вот этих. Он не такой человек, он просто чтобы дома. Дома жена, дети, на работе все хорошо, работаю много, прихожу домой, там ты стоишь. Вот, ну, как бы, чтобы все хорошо было. И у него вот этот вот его механизм начал работать, ему было спокойно, ему было нормально, у него начало налаживаться. Я так помню смутно, что он же красавчик был в молодости, и какой-то у него был период, видимо, после развода, я не знаю точно, но хорошо было бы предположить, что он сначала успел развестись, а потом он пошел во все тяжкие, и он встречался с достаточно красивыми, очень популярными девушками, прямо они все на него липли, и у него было много разных романов таких недолгих, но это были все очень красивые, очень харизматичные, очень яркие личности. Видимо, это немножко не его состояние, вот он не такой попрыгушка-стрекозел, да, который вот с цветка на цветок, и ему лишь бы было хорошо здесь вот внешне. Очень, судя по всему, глубокая личность, такая с внутренним каким-то стержнем, которому состояние брака гораздо больше подходит, чем состояние постоянных вот меняющихся романов по жизни. И когда хорошо было в этом браке, что он таки встретил женщину, которая создала ему, вот он с ней вместе, работая над этими отношениями, создал вот эту работающую конструкцию, которая как часы, нормально, спокойно, без резких движений работает, как динамо-машина продолжает работать постоянно, то есть вне зависимости от того, что ты делаешь, оно прямо несет тебя вперед, и это ощущение спокойствия, ощущение возможности реализоваться, и ощущение того, что ты в работу этой конструкции вкладываешься, а значит удовлетворение какое-то от достигнутых целей. Это вот было хорошо в их отношениях, это у них получалось. Но потом они поссорились и развелись. Что же пошло не так? Опачки, загулял. Загулял. Молодец. Значит, история была какая? Снимался он в сериале и поругался с шоураннером. И убрали его быстро из сериала, а он такой опять по своим мальчишеским, значит, замашкам хлопнул дверью и сказал: ну и ладно, буду тогда вообще своим проектом каким-то заниматься. Собственно, с этим шоураннером он поругался из-за того, что захотел больше гонорара за меньшее количество съемочных дней, потому что, дескать, дайте мне больше свободного времени, я хочу параллельно, вот опять по тому, что у нас здесь лежало, по тройке жезлов, я хочу параллельно заниматься еще, у меня там 2 проекта есть. Ему говорят: ну, сфига ли, ты снимаешься в сериале, снимайся, продолжай в сериале. Он: нет, мне надо больше времени, дайте мне, чтобы я у вас только месяц работал, потому что мне не хватает на другие проекты. Там его послали. Говорил, что серьезно был на это настроен, что это сильно подорвало его общее вот состояние стабильности. А кто-то поговаривал, что пока он снимался в этом сериале, и, собственно, одной из причин того, что его из этого сериала попросили, потому что у него была некая интрижка с его коллегой, да, по работе. Молоденькая девушка, с которой он, значит, замутил и подверг сомнению и опасности вот эту вот семейную идиллию, которая у женщины в голове была. И она обиделась. Вполне резонно. Очень хочется в такой ситуации мужчину без штанов на мороз выставить. Вот так вот у них и произошло. Я даже не знаю, что еще спросить. Все-таки загулял, да? Все-таки пошел. Как-то не удержала его эта его семейная конструкция, не удержала его этот тепловоз, который медленно, но верно идет вперед к намеченным целям. Все-таки подорвал он женское доверие, и выгнала она его из дома. Ну что, так тоже бывает. Давайте тогда посмотрим на его теперь личную жизнь, на его планы на работу тогда. Что у него сейчас в личной жизни, и что у него сейчас по профессии. Из сериала турнули. Режиссерский проект опять не алло. Жена из дома выгнала. Что происходит с человеком прямо сейчас? Давайте в целом, вот его, грубо говоря, настроение сейчас. О, пожалуйста, по личному и по профессии. Ничего так. Человек, значит, в борьбе, в сопротивлении. Не готов складывать лапки, соглашаться, все еще, ну не все, конечно, радужно и чудесно, но он борется, он продолжает иметь свое собственное мнение, он продолжает это мнение отстаивать.
В семейной жизни я по этой карте скажу, что личной, так сказать, эмоциональной, чувственной нету у него, потому что он поглощен семьей, кланом. У него 7 детей, насколько я знаю, да, и 2 бывших жены. На это имеет смысл обращать внимание. То есть он какой-то такой уже больше умудренный опытом, этот седой старик, вокруг которого все это организовано. Я думаю, что он эту ответственность чувствует. Я думаю, что он в эту сторону работает. То есть для него чувственная личная сторона заключается в том, чтобы быть, сейчас смешно скажу, семьянином, да, хорошим, потому что семьи нету, но ответственность он эту чувствует, по крайней мере, к детям, к своим будущим поколениям, да. Туда он обратил свое внимание, а не на личные какие-то мгновенные персональные отношения с какой-нибудь молоденькой, свеженькой, которая появится. По работе кланов Громадье, вы же видите, да? То есть он прям возомнил. Видимо, у него есть какой-то проект, в который он прям сильно верит. Наверное, не зря он ушел из этого сериала, предполагая, опять по своей уверенности внутренней, по этому своему тузу мечей, который был. Он прям решил, определился, что то, что он хочет делать параллельно с этим сериалом, важнее и интереснее. У него есть это мнение, он будет это делать. Если этому мешает сериал, то ладно, я уйду тогда из этого сериала. Тихо-мирно он уходить оттуда не хотел, пришлось с людьми поругаться, потому что просто так, кстати, выйти из сериала тоже нельзя, нужно, там большая ответственность, большое количество людей на тебя завязано. Но и тем не менее не отступает он от этой мысли, очень хочет, чтобы это реализовалось, потому что у него есть прям предположение об этом совершенно грандиозное. Он считает, что это выстрелит. По-моему, это какой-то режиссерский, очередная какая-то попытка. Наверное, он пытается все еще реабилитироваться, да, потому что рассказывать истории, быть режиссером, быть, наверное, не знаю, там, сценаристом или высказывать свое какое-то мнение гораздо проще, чем быть актером, когда ты играешь там чужую роль под дудку чужого режиссера. Здесь ему есть что сказать, он прям в себе уверен капитально. С планами на год, 3 и 5. А что произойдет? Ой, слушайте, когда-нибудь ты остановишься? Какой бесконечный мужчина, просто без... Смотрите, в течение года все прекрасно, через 5 лет начинают появляться новые возможности. Колесо фортуны смутило. Такое ощущение, что повернется очередной раз мир к нему попой, и он уйдет в раздумье, он уйдет в самосовершенствование, в самообразование, может быть, будет опять искать выход из этой ситуации. То есть снова у него эти американские горки, у него случается какой-то провал, у него чего-то не получается, он опять уходит на дно, он там остается один, он продумывает, осмысляет, планирует, учится, образовывается, обдумывает это все, решает, не то, что надо, не надо, потому что по колесу фортуны с тобой что-то случается, ты не выбираешь, оно просто происходит. Но это может быть, в частности, мысли о том, что а правильно ли я сделал, да, опять какая-то работа над ошибками, а надо было так выбирать, а точно ли я правильно себя повел, а как бы мне теперь заново это все сделать. Он это все поделает, и через 5 лет у него снова случится какой-то шанс, снова случится какая-то возможность, и снова она по работе. Ему будет опять снова что сказать, он опять не опускает рук, и опять чего-то происходит с ним такое. Какой просто, реально динамо-машина, мужчина просто без остановки какой-то. Как бы его ни било, как бы его не опускало вниз, и как бы его с этой американской горки вниз не ухало, он все время поднимается. Удивительно, потрясающая сила характера. Давайте в конце посмотрим самое вкусненькое, что вы от меня спрашивали по поводу его взаимоотношений с Уитни Хьюстон до съемок «Телохранителя», во время съемок «Телохранителя», точно ли были личные взаимоотношения. Даже немножечко опасаюсь, сейчас будет какое-нибудь противоречие предыдущему моему раскладу, но там я раскладывала на Уитни Хьюстон, на ее, наверное, видение этой ситуации. Может быть, так можно будет выкрутиться, я сразу соломку подстилаю, что, может быть, это она так себе видела эту ситуацию. Давайте посмотрим, как себе видела эту ситуацию Кевин Костнер. Они познакомились еще до «Телохранителя». Он очень сильно настаивал на том, чтобы именно она снималась в этом фильме. Он долго за ней ходил по пятам, уговаривал, упрашивал. В результате упросил, уговорил, пообещал ей, что будет ей очень сильно помогать.
Вот он только с ней познакомился, он только про нее узнал, вот только они повидались, и он в какой-то момент начал вдруг вот с ней планировать какое-то свое профессиональное хотя бы будущее. Какие они были, когда познакомились? Какой был он? Какой была она? Вот, смотрите, это похоже. У него был план, и он его реализовывал. У него уже была какая-то идея, то есть он к ней пришел. Это он вообще придумал телохранителя снимать, или ему предложили. В общем, когда он знал, что он будет играть телохранителя, ему тут же пришла в голову идея, что это будет Уитни Хьюстон. Ее я буду тело охранять. И он был настойчив, он был решителен, он все делал для того, чтобы ее именно в этот фильм продвинуть каким-то образом, потому что он точно знал, что это сработает. Вот это его безграничная совершенно уверенность в себе и желание добиться именно своей цели, чего бы ему ни говорили, как бы не сопротивлялись, он все равно настаивал, все равно там что-то химичил, как-то подстраивал обстоятельства, чтобы именно она, потому что он что-то решил. Это было его такое вот эгоистичное желание, он прям вот определился с ним. А она в этот момент была в стадии, не знаю, продолжать мне пение или заняться чем-то другим. А я вот хочется мне, может быть, в фильме сняться, а получится у меня или не получится. А если получится, представляете, как будет хорошо, я буду не только знаменитая певица, но еще и актриса хорошая, буду в фильмах сниматься. То есть такая фантазийно, воздушное такое состояние мечтательности и иллюзорность, состояние этой нерешительности, он ее застал. И они начали вместе работать, что было хорошо в этих взаимоотношениях. Я думаю, что за счет него она этого успеха и добилась. Он, собственно, этого не скрывал и говорил, что обещал ей всячески помогать, и она, по-моему, тоже этого не скрывала и говорила, что очень много его помощи и советов помогли ей, ну, в результате, да, реализоваться в этом фильме, и то, что произошло на экране, в большой степени его заслуга, а вот он доволен был и рад, что сработали его мысли. Вот он настолько был уверен в себе и настолько был в результате по мере общения доволен ею. Они так вот, видите, сдружились, они как-то сроднились, они как-то нашли, то есть он прочувствовали друг друга, нашли друг друга. Как-то прям вот это хорошая, качественная такая дружба, которая может потом века продлиться. И как будто бы вы встретились, как странно, что мы не встретились раньше, потому что мы же очень похожи и друг друга понимаем, как облупленных. И вот это вот ощущение того, что у него начинает получаться продвигать свои идеи, он был доволен и рад тем, что настоял на своем, и что вот это вот его, считай, мелкая победа, да, по пятерке мечей идут такие мелкие одноразовые победы, которые потом могут тебе в спину прилететь ответочкой какой-нибудь. Здесь у него все правильно получилось, то есть он настаивал, он убеждал, он с большим количеством людей разговаривал, спорил, может быть, и в результате добился своего, потому что очень сильно этого хотел. И у нее тоже получилось, потому что он всячески в ее сторону тоже работал и помогал ей много. Что на любовном фронте в этот момент происходило, какие у них были именно эмоциональные отношения. Здесь я пока работу вижу, да, или вот продолжение какой-то профессиональной их какой-то деятельности, а на любовном-то фронте, что непосредственно между ними происходило. Как он к ней и как она к нему. Не, ну она замужем была. В прошлый раз у меня примерно то же самое получалось. Он и, может, и предлагал, и предполагал, но это было такое, как влюбиться на съемках. И, собственно, этот роман длится в течение съемок. То есть это такой какой-то импульс. Может быть, он слегка снизошел до нее, да, в свете того, всего того, что он для нее делал, и всего того, как он сильно в ее сторону старался. Он думал, что если еще и любовная связь произойдет, то вот я же молодец, да, вот возьмите меня таким, какой я молодец, я вот много тебе даю. Не то, чтобы он ее там как-то уговаривал на это, но просто ощущение было такое немножко патронажное, да, такое сверху вниз чуть-чуть. Он такой, ну я же молодец, я же столько всего для тебя делаю, вот же у нас все хорошо. Ну, было бы неплохо, если бы мы еще и полюбились. Она суровая, четкая такая, не, я замужем, ничего, ну давайте еще одну. Но она ему нравилась. Но она была холодна и
все-таки решительно в этом. Да, он мог ее немножечко добиваться. Не очень настойчиво, не сильно, здесь нету каких-то там, чтобы он ставил ей палки в колеса, с ней ругался, там что-то про нее плохое говорил, например, но она ему дико нравилась, очень. Она прям в восторге была и очень хотела ее себе заиметь. А она, видите, была стойким оловянным солдатиком и сопротивлялась этому. Да, она чувствовала свое положение королевы в его глазах. Это не просто какая-то женщина. То есть он ее видел самодостаточной, очень красивой, очень успешной. Очень красивая картинка, я бы здесь сказала. То есть он ее вот видел хорошим трофеем, если вдруг это получится. Она осознавала, что он ее как будто бы не самым последним человеком держит. И она, да, действительно королева в его глазах. Он действительно так себя вел и так себя позиционировал. Но она была холодна и строга. Нет, я замужем, у нас этого всего не будет. Можно дружить, можно веселиться, можно находить какие-то общие черты, можно общаться, можно вот как-то в глубину друг друга уходить, но ничего романтического она себе не позволяла. Так вот у меня получается. Сейчас мы у нее уже не спросим, как она к нему относится, а вот он на ее похоронах, по-моему, очень красивую такую проникновенную речь сказал, что он прям чуть ли не самый лучший человек в ее жизни был. Сейчас у него какие ощущения, впечатления, мысли? Уже столько времени прошло, уже это, наверное, такой миф и фантазия, да, все плохое забывается, все хорошее идеализируется, случается какая-то фантазийная вообще картинка. Сейчас он какое впечатление и эмоцию имеет относительно нее? С чего началось и чем закончилось? Я думаю, что да, увлекся он ею как звездой, как далеким, чем-то недостижимым, чем-то очень красивым, вот этой вот красивой картинки по девятке пентаклей. И сейчас есть ощущение, что можно было бы настоять, и тогда, может быть, что-нибудь бы получилось. Более материальное, более меркантильное, но не с точки зрения денег, а с точки зрения физики, да, я мог бы ее, как сказать, додавить, да, добить, доискусить, додавить эту ситуацию. Можно было бы проявить чуть больше инициативы, надо было как-то больше в этой истории поучаствовать, могло бы что-нибудь получиться. Может быть, это разочарование в том, что все-таки не сложилось. То есть теперь уже, возможностей уже нету никаких. Если периодически витает в голове мысль о том, что они попробуют ли нам заново, то в случае с Уитни Хьюстон уже не срабатывают, да, такие мысли. И вот из состояния, собственно, этой звезды, этой недостижимости, этой какой-то холодности, но очень большой красивости, очень элегантной, очень красивой, очень воздушной, очень похожей на мечту картинки, так, собственно, ничего и не реализовалось. Возможно, это даже некоторое сожаление с его стороны. Вот что у меня получилось. Что думаете? Кто спрашивал про Кевина Костнера, пишите в комментариях, похоже ли то, что я вам сейчас сказала, на то, что вы хотели услышать. У кого есть альтернативное прочтение карт, пожалуйста, you welcome всегда. Рассказывайте мне. Подписывайтесь на канал, зовите друзей, вдруг им тоже будет интересно послушать, что я здесь делаю. И увидимся в следующих видео. Пока-пока!